Еще пару лет назад Мик Шумахер в чистом виде олицетворял именно то, что о нем чаще всего и говорят. Он сын своего отца, обладатель легендарной фамилии и при достижении хороших результатов будущий пилот Формулы-1. Конечно, он так или иначе боролся за титулы в младших сериях, но это вообще-то стараются делать все молодые пилоты. Пожалуй, первым выделяющимся актом, который относится только к Мику без привязки к легендарному отцу, стала судьба Дэна Тиктума. Взявшийся за голову британский талант под крылом Red Bull перевыполнял все возможные нормативы и мог войти в историю автоспорта. Еще недавно, не имея ничего в плане суперлицензии и абсолютно отрицательную репутацию, ему оставалось всего лишь довести свой болид до победы в Формуле 3. И тогда вчерашний скандалист, которому абсолютно все приписывали чуть ли не пожизненную дисквалификацию, смог бы попасть в Формулу-1. Но где-то посреди сезона в дело вмешался Мик Шумахер. Он не просто выдал сумасшедшую серию на подиумах, он без шансов отодвинул Тиктума от чемпионства. И здесь сработали сразу два нестандартных фактора. Для давних партнеров Ferrari команды Prema основной интерес представлял именно болид Мика. Немец посреди сезона получил беспрецедентную по меркам младших серий помощь и опробовал невозможное — самовоз в Формуле 3. Причем тот же самый болид не выдали даже его партнеру Роберту Шварцману. Поэтому неоспоримый факт номер один. Без фамилии Шумахер вся эта работа, скорее всего, даже и не началась бы. Второй фактор — это то, что Тиктуму необходимо было только первое место в личном зачете. И не из-за тщеславия. Только в этом случае он добирал нужное количество баллов для суперлицензии и, соответственно, для места в Торо Россо. Недобор даже одного очка был фатальным. В этом смысле для Дэна ничего не менялось. Поэтому неоспорим и второй факт. Фамилия Шумахер реально выбила Тиктума из Формулы-1, вне зависимости от ваших или наших личных симпатий. Причем дошло до крайности. По итогу британец в течение всего нескольких месяцев оказался буквально нигде в свои 20 лет, вне системы Red Bull и с полным непониманием того, что теперь делать дальше. Без злого умысла Мик Шумахер просто обнулил все подвиги Дэна в системе Red Bull и оставил того на обочине автоспорта. Спустя 2 года просто поражаешься тому, что есть сейчас. Дэн выступает в Формуле 2, является лидером своей команды, а эксперты вычислили, что по чистому темпу он входит в топ-6 пилотов всего чемпионата, который, мягко говоря, более чем конкурентоспособен. Можно ли сейчас сказать, что все в порядке? Давайте об этом поговорим. Удивление. Вот что мы испытали почти одновременно, узнав, что Тиктум, во-первых, стал пилотом мощного коллектива Дамс в Формуле 2, а во-вторых, пополнил состав Вильямса. Да, по сути, в роли тест-пилота, но, по-моему, вполне себе неплохо для сбитого летчика. Как этого удалось добиться без программы поддержки Red Bull? В этом и есть основное заблуждение. Быки были абсолютно лучшим вариантом для Дэна во времена F3, но следующие ступени уже не были подвластны этой программе поддержки. Они тупо не могли обеспечить там достойный болид. А Тиктум же, возможно, и в знак благодарности, доверился Кристиану Хорнеру. Это важно отметить, потому что Хельмут Марко общался с британцем куда меньше. Дэн не был как минимум его личным протеже. И ведь все то, что есть у Тиктума сейчас, он мог получить сразу после своего вице-чемпионства. Потому что сейчас он выступает преимущественно на деньги своего отца. А ведь я думаю, вы понимаете, что отец и деньги были всегда. Решение довериться Red Bull и поехать в сверхсложную суперформулу исходит, как ни странно, из благодетелей Тиктума. Его главная цель в карьере — это даже не Формула-1. Он хочет выступать не на семейные деньги. Британец казался абсолютно всем каким-то отморозком, но его главная ошибка в карьере — это результат, по сути, его доброго сердца. Его шансы в суперформуле изначально были призрачны, но вдруг повезет. Вдруг я наберу нужное количество баллов, вдруг я попаду в Торо Россо, буду получать зарплату, и отец сможет гордиться мной еще больше. Вчерашний мажор станет большим профессионалом. В одном из интервью Тиктум очень долго, чуть ли не оправдывался за то, что ему приходится тратить деньги бати. Это особенно умиляет на контрасте с образом Дэна Тиктума. То есть, по сути, всегда был и прагматичный вариант. Он просто сработал после увольнения Дэна из Red Bull. Но оказалось, что деньги есть не только на Формулу 2. Даже Вильямс в итоге получил свое.
Можно, конечно, убеждать себя, что Клэр подписала Дэна исключительно из-за его таланта, но именно благодаря Тиктуму мы хорошо знаем, как было на самом деле. Менеджмент жертвы Шумахера обратился во все команды F1, и лучшие условия предложил именно Вильямс, что вызывает вопросы, особенно на момент прихода. Место Джорджа Рассела было не железным, титановым, а Николя Латифи внес сумму, сравнимую с тем, что вносил Лэнс Стролл. Какой тут Тиктум? Разгадка проста. Посмотрите на других действующих тестеров Вильямса: Рой Нисани и Джек Эйткин. Оба они подписывались на самое главное – пятничные практики. То же самое сделал и Тиктум, очевидно, в обмен на финансовые выплаты. Великая команда дышала на ладан и собирала деньги буквально отовсюду. Если бы не пандемия, молодой Джордж Рассел половину практик, наверное, провел бы в боксах и наблюдал за заездами платных гонщиков. Казалось бы, что здесь особенного? Но большего и быть не могло. Благодаря Red Bull'у Дэн пропустил целый год, а его репутация мешала еще больше. Самая показательная ситуация происходит в Британии. Там за Тиктума болеет лишь немногочисленная молодежь. И, как ни странно, здесь работает метод Ландо Норриса. В отличие от пилота Макларена, кстати, здесь это реально имеет значение, поскольку только подписчики Тиктума, ну еще и наши, это единственные, кто может дать отпор всем остальным, а именно знаменитым британским Маралфагам. На фоне сэра Льюиса Хэмилтона, джентльмена Баттона и других исторических чемпионов, вынесший соперника за сейфти-каром в 15 лет маленький ублюдок посадить его в тюрьму до сих пор является нерукопожатным персонажем. Это, а также скандальные высказывания о Мике Шумахере всегда ставят ему в пику и, скорее всего, будут продолжать это делать. В абсолютном эквиваленте Тиктум не вывозит конкуренции даже с молодежью, но не в гоночном смысле. Для зрителей старше 25 лет Дэн слишком плохой парень. Для многих даже из-за того, что просто часто истерит по командному радио. Об этом легко могут забыть у нас в России, но в России титул сэра не выдают. Если суммировать все это, то обида Дэна на младшего Шумахера чисто по-человечески понятна. Перед ним ставили совершенно невменяемые задачи, и он был близок к тому, чтобы несколько раз прыгнуть выше головы. А все остальные пути, те, что обходные, они не ведут к цели. Еще раз, то хорошее положение в Дамсе, которое есть у Тиктума сейчас, он мог получить год или даже 2 назад. А с таким партнером, как Гилаэль, условия просто сказочные. Приятный парень Шон по чистой скорости в подметке не годится талантливому Дэну. Денег же индонезиец вносит еще больше, чем отец Тиктума, то есть счастлива и команда в целом. Британец сумел одержать победы, время от времени попадает на подиумы при очевидных проблемах болида. С новыми 18-дюймовыми шинами творение Дамса работает 50 на 50. В гонках все окей, минимум топ-6 по темпу при любых позициях. Но времени квалификации банально не хватает, чтобы достичь нужной температуры. Где-то к середине же гонки Тиктум неизменно разгоняется и временами даже ставит быстрейшие круги. Несмотря на проблемы с машиной и несколько сходов, скорость Тиктума реально впечатлила очень многих, особенно моралфагов, которым было невдомек, как преступления 5-летней давности могут сочетаться сейчас с высокой скоростью. Но что тут толку, друзья? Настало время открыть глаза на самое главное. У Тиктума нет большого будущего в гонках. Никакого tomorrow, только yesterday. Ну, в лучшем случае, настоящее время может порадовать харизматичного гонщика. Да, складчина с могучим Гилаэлем — это хорошо, но в F1 нужны совсем другие бюджеты. Без десятков миллионов ты либо в программе поддержки, либо суперталант. И лучший пример здесь — это как раз тот, чье место в теории мог бы занять Тиктум — Джордж Рассел. Лучше просто не придумаешь. Соотечественник, который статусней буквально во всем. Безупречная карьера в младших сериях. Программа поддержки Мерседеса. Золотой характер. Причем не только для Формулы-1. Вообще всю жизнь. А итог — вечная каталова с монстрами вроде Кубицы и Латифи.
А для управленцев Формулы-1 Тиктум — это лишь ухудшенная версия Джорджа Рассела. Деньгами Мазепина или Строла здесь не пахнет, поэтому Дэн не сможет стать даже рента-драйвером, что иронично, для этого тоже нужны деньги. Единственный платный статус, который возможен для Дэна, это нищий рента, вроде тех, что в свое время ездили за Virgin или HRT. Но в ближайшие 5 лет для этого не предвидится ни команд, ни разовых вакансий. Когда нашему герою стукнуло 20 лет, мы думали, что его карьера закончена. И в том виде, о котором мечтал сам Дэн, это на самом деле произошло. Шанс полностью перестать платить за гонки был близок, но даже теоретическая победа над Миком Шумахером в 2020 году, титул в первом же сезоне глобально ничего не изменит, слишком поздно. Однажды Дэн уже совершил чудо во многом своими руками. Его усилий оказалось недостаточно, но также думали и два других паренька — Алекс Элбан и Брэндон Хартли. И в момент, когда они уже не могли и помыслить об F1, им вдруг внезапно звонил Хельмут Марко. Нет никаких сомнений. Пример Тиктума, возможно, самый жесткий из всех, с кем работали быки. Но при всех недостатках только Red Bull может вернуть Дэна обратно и дать ему то, что он заслужил. С вами был канал Формула для всех. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, не пропускайте новые выпуски, приходите к нам на стримы. Всем пока.